Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Pro NFT Games, и карточная игра Era 7 продолжает радовать нас хорошими новостями, как, впрочем, и сам токен игры, который продолжает расти даже на медвежьем рынке. Буквально через несколько дней стартует турнир чемпионов от игровой гильдии ATTM. Это, как обещают разработчики, будет разминка перед чемпионатом мира. И еще одна хорошая новость в том, что началось голосование по изменению характеристик карт. Вот об этом и поговорим в сегодняшнем видео. Ну и как обычно, покажу вам еще один бой со своей новой колодой. Ну что, готовы? Тогда начинаем. Ну и перед началом расскажу немного про наш конкурс, который проходит вот сейчас у нас на канале и уже совсем скоро закончится. А именно мы разыгрываем $60 среди наших подписчиков. Условия очень простые: подписаться на наш телеграм-канал. Кстати, там очень много интересной информации на YouTube канал. Поставить лайк, написать осмысленный комментарий к видео. И вот здесь на Gli.io, когда конкурс закончится, я проведу розыгрыш или в прямом эфире на стриме, или запишу и выложу это все в отдельном видео, чтобы было честно. Так что, друзья, участвуйте и выигрывайте призы от канала Pro NFT Games. Ну а мы начинаем. Начнем, наверное, давайте с голосования по изменению характеристик карт. Итак, чтобы принять участие или посмотреть, какие карты будут бафиться или нерфиться, нужно зайти вот сюда на вкладочку DAO, и мы попадаем вот на такую страницу, где зелененьким мы увидим это те карты, которые возможно будут бафиться, и красным те, которые возможно понерфятся. Как это все работает? Чтобы принять участие, нам нужно застейкать токен ERA. Вот я, видите, уже 10 застейкал, ну так, тестово, скажем так, чтобы попробовать. И взамен мы получаем токен VERA. То есть это голосовой, ну, специальный токен для голосования. Ну, вот смотрите, вот у меня 3 есть, например, я хочу все застейкать. Здесь выбираете период, на который. Вот вам, кстати, лайфхак. Видите, я до этого 10 токенов застейкал на 30 дней. Вот здесь у меня была возможность выбрать. А сейчас я хочу дополнительно достейкать, например, и мне только можно на 30 дней. То есть так не получится: одну часть на 30, другую там на 7 дней, третью на 14 и так далее. Не получится. Если выбрали 30 дней, то 30 дней. В общем, если будете голосовать, короче говоря, сразу всю сумму, которую планируете на голосование и на какой планируете срок, сразу закидываете. Ну и вот вам, собственно, покажут, если вот, например, 3 своих токена дам, застейкаю на 30 дней, у меня будет 200% начисляться, и по, вот видите, на 0,06 VERA в день мне будет начисляться, и, собственно, их я могу использовать для голосования. В общем, вот так вот это работает. Потом, собственно говоря, когда закончится этот срок, в моем случае 30 дней, мне мои застейканные токены вернут. Вот такая вот схема голосования. Вот видите, я там 2 или 3 дня назад застейкал, и вот у меня уже потихонечку накапывает, я уже проголосовал. Ну и вот так вот эта тема работает. Теперь дальше смотрим, ребят. Что у нас есть по картам? Ну, по картам посмотрите сами, почитайте. Никого не буду призывать, за что нужно голосовать, за что не нужно голосовать, как бы, потому что это будет, как бы, наверное, нечестно с моей стороны. Тут есть и мои карты, которые мне бы не хотелось, как говорится, чтобы их понерфили. Или есть определенные карты, которые бы хотелось мне, чтобы забафили. Поэтому я про них не буду говорить, просто расскажу в целом механику. Да? Ну, вот я тестово за одну карту проголосовал на баф. Вот видите, вот я 0,1 голоса отдал, уже просто протестировать. И здесь что, тоже нюанс. Смотрите, за каждый голос у вас берут комиссию. То есть, если планируете голосовать, сразу определитесь, то есть, вот за что, сколько, и чтобы одной транзакции проголосовать. То есть, это лучше сделать как? Вот видите, здесь счетчик, там сколько там до конца, 6 дней осталось, и вот у вас VERA капает, и там буквально за час или там за полчаса до конца лучше всю накопленную вот эту VERA
сразу одной транзакцией, или там двумя или несколькими транзакциями сразу свои голоса распределить, чтобы было выгодней платить комиссию. Иначе, если вы будете каждый день по чуть-чуть голосовать, собственно говоря, тогда потратите очень много на комиссии. Вот, ну что здесь можно сказать, какие выводы, да? Ну, во-первых, меня эта очень новость порадовала, потому что разработчики грамотно, на мой взгляд, подошли к этому вопросу, дали возможность комьюнити именно поучаствовать в этом голосовании. Все это как бы, ну, вот так организовали, и это, конечно, дает хорошую поддержку самому токену Era, да, люди вот покупают его, и токен, собственно говоря, получает поддержку, не падает, а даже вот сейчас на медвежьем рынке продолжает свой рост. Вот, ну и в целом мы видим, что, в целом, если сказать в двух словах, то есть сильно хотят поднять империю и немножко понерфить природу. Вот в целом так. Еще хочу сказать, как это работает. Да, вот смотрите, нам предлагают, например, для бафа 30 карт. 30 карт, и из них выберут, забафят только 12. Те 12, за которые будут максимально количество голосов отдано. То есть вот из 30 всего 12 забафят. Поэтому, ну вот так, ребят. Всех призываю, конечно, принять участие по максимуму, да, ну как бы кто, особенно у кого есть там какие-то карты, кто серьезно этой игрой планирует заниматься, обязательно принимайте участие. Я тоже вот тестово сейчас прогнал, сейчас немножко побольше эры застейкаю, чтобы к концу 6-го дня побольше накапало, и тоже проголосую именно за то, что, ну, конечно же, мне выгодно. Поэтому, ребят, вот так. Да, ну и вот здесь почитайте, вот на разных уровнях, например, вот эту жабу хотят бафануть. Ну, не знаю, на мой взгляд, куда еще. Она и так уже, мне кажется, имба такая, что мама не горюй. Ну, в общем, вот почитайте и посмотрите, за что будете отдавать свой голос. Также, собственно говоря, вот здесь за нерфинг можно посмотреть. За нерфинг у нас 18 карт на голосование, и из них только по 8 карт понерфят. То есть, смотрите, ну, вот этих бамбуков, ну, опять же таки, на мой взгляд, ладно, не буду ничего говорить, чтобы никого ничего не это, как говорится, не агитировать, скажем так. Ну, в общем, здесь все то же самое работает, как говорится, вот голосуйте, учитывайте комиссию, стейкайте Era и голосуйте. В целом новость очень хорошая для меня, она меня очень порадовала, вот я делюсь ею с вами. Вторая просто бомбически крутая новость от проекта — это то, что будет проходить турнир чемпионов. Как и когда, немножко попозже расскажу. Сейчас расскажу, чем это меня порадовало. И как нам сообщили разработчики в этой новости, это будет что-то наподобие разминки перед глобальным чемпионатом мира. Вот, про сам чемпионат мира, к сожалению, больше информации нет, но надеемся, что это будет, лично я надеюсь, что это будет такое масштабное, конкретное мероприятие, и опять же таки меня радует, что такие мероприятия проводятся. Вот, ну давайте теперь про турнир чемпионов, как его так назвали, да. Он проводится игровой гильдией АТТМ совместно с разработчиками Era 7. Ну вот ссылочки я оставлю все в описании. Тут вот правила, их прочитайте, в принципе, ну, там с английского, кто не понимает, можно перевести. Так, вкратце сейчас расскажу. Смотрите, что вот красным выделено. Значит, для участия нужно иметь хотя бы одну мастер-карту, любую, от коммонки до легендарной. Минимум 50 эра, это чтобы платить комиссию, точнее не комиссию, а за бои в таверне, там по 2 эры. Вот, обязательно нужно записывать видеобои и их выкладывать. Ну, тут вот, что как запрещено содержать в названии аккаунта, да, там рекламу или еще что-то, какую-то коммерческую информацию, да. Вот, собственно говоря, когда будет проходить регистрация? До 25 мая. Ребят, ну тоже регистрируйтесь все. Вот у меня, например, колода слабенькая, но я не думаю, что я там что-то выиграю или там даже какой-то там пройду в какой-то там круг или еще что-то, но я все равно зарегистрировался, потому что, ну, интересно участие принимать, поддерживать вот это все дело, да, поэтому регистрируйтесь обязательно, у кого есть там какая-то более-менее рабочая колода, без проблем. Так вот, регистрация будет проходить до 25 мая, чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить формочку вот по этой ссылке, пройти регистрацию в Discord-канале гильдии, да, ну, тоже, в принципе, ничего сложного.
Вот, и с 26 мая начнутся уже бои. Как они будут проходить? То есть у тебя будет соперник, ты сам с соперником договариваешься о времени боя, заходите в таверню, создаете приватную комнату с паролем и бьетесь 3 раза до 2 побед. Кто 2 победы одержал, тот и выиграл. Дальше, значит, этот бой обязательно, они пишут, нужно будет записать и вот куда-то в Google выложить. Ну, это, наверное, скорее всего, будет еще какая-то информация дополнительная. Вот, ну, также рекомендуют, у кого есть возможность вести какую-то прямую трансляцию, где-то там на YouTube или на других каналах, тоже, говорит, пожалуйста, это приветствуется. У кого нет возможности, ну, нет, значит нет. Вот, пишут, всего 80 игроков будет, разделены на группы они будут. Так, дальше. Дальше, что здесь еще важного можно сказать? Так. Ну вот награды, да, смотрите. До 8 человек в группе планируется, да. Да, вот 10, если 80 человек будет, говорит, они будут 10 групп по 8 человек сделать. Ну и, собственно говоря, вот в каждой группе будут разыграны призы. Вот смотрите, 4 призовых места из 8. То есть половину участников они всех наградят. Ну, это на самом деле, мне кажется, круто. Так, ну вот здесь вот всякие возражения, там наказания и так далее, и так далее. Ну, в общем, основное я рассказал, основные правила. Дальше ссылочку оставлю, заходите, почитайте. Обязательно, еще раз говорю, регистрируйтесь, потому что, насколько я понимаю, если будет участников больше, чем 80, намного, 160, они, может быть, расширят еще количество участников. Поэтому регистрируйтесь, участвуйте и так далее. А сейчас я расскажу, как именно я готовлюсь к этому турниру. Давайте покажу свою колоду, хотя для меня это, наверное, невыгодно, потому что если вдруг мой потенциальный соперник посмотрит мою колоду, может как-то подготовиться к этому. Я сначала не хотел показывать, потом думал, ну ладно, подготовиться, так подготовиться. Все равно я как бы в этом турнире на какие-то большие достижения не рассчитываю, а с вами поделиться такой информацией, мне кажется, будет полезно. Итак, моя колода, которой я планирую участвовать в турнире. Ну и вообще в ранкет, я ее в ранкет матчах, я ее немножко переделал. Вот кто смотрит мои видео регулярно, я показывал до этого свою другую колоду. Видите, у меня была Inferno плюс Империя колода. Вот, Demon Force, я ее на основе этой строил, показывал в предыдущих видео, посмотрите. Вот, потом я ее решил переделать, продал мастер-карту, продал там несколько легендарок своих, вот, и собрал колоду на основе природы и Инферно. Честно сказать, я эту идею задумал и начал реализовывать еще до того, как эти карты все были вынесены на голосование. И теперь, конечно, у меня такая колода, что если там несколько карт сильно понерфят или там, наоборот, другие пробафят, то это будет, конечно, серьезный удар для меня. Мне придется всю колоду опять как-то перестраивать. Ну, тем не менее, сейчас у меня колода вот такая. Давайте я вам ее покажу, расскажу, на какие связки. В предыдущих, опять же, видео я всем, у кого нет опыта в этой игре, рассказывал, что здесь самое главное связки. И вот первая колода, которая у меня была, она была, я ее взял за основу стандартную, и потом ее как-то расширил, там увеличивал, но там не было никакой идеи работы именно по связкам. Там просто тупо физическая дурь была. Здесь уже у меня есть несколько идей по связкам, я вам расскажу, как они работают. Вот смотрите, первая связка, это вот со старта выходит вот этот товарищ, да, он чем хорош, тем, что он бьет трампл, да, то есть он бьет первого, если там за ним есть второй соперник, ну, такой вот своего рода танк, да. За ним я ставлю сразу вот этого товарища, вот этого. Вот, этот мне, если бьет в лицо, то он всем дает +1/+1. И то есть получается, первый у меня как бы пробивает, второй вот этот уже бьет и восстанавливает и сам бафится, и бафит, собственно говоря, вот этого, которым первым я походил. Также или под вот этого, то есть я ставлю в центре, да, в центре ставлю, и под ним вот либо того, либо вот этого товарища, да, который, ну, соответственно, этого захотят убить, двоечку мою, да, а вот эта троечка, она сметет карту, которую поставят на ее ряд. Ну, вот так вот она работает, да. Плюс еще тут много всяких бафов и усилений и так далее, и так далее.
Плюс это также работает, если, допустим, со старта мне не вот этот выпал, а вот эта двоечка, да, вот этот товарищ, он тоже сам по себе бафится. В принципе, ту же самую аферу вот с ним также можно провернуть. Ну, то есть вот она, первая связка получается на мане 2 и 3. То есть двойка вот эта, тройка вот эта. Понятно. Дальше, вторая связка, какая у меня здесь? Основная, да, которая меня тромбит прям это вообще. Это, конечно, вот эта связка. Вот этот товарищ, который трампл, и когда бьет в лицо, восстанавливает. Ну, вот у меня сейчас 3 уровня, +1, +2. Хочу до 4 поднять, это будет тогда вообще танк. И к нему, конечно, самая моя важная карта, это вот эта вот карта. Вот, Protective Anime, там как-то она называется, в общем. Она дает +4 и дает Hexproof. То есть все, моего вот этого терминатора не уберут. Его, то есть, не уберут там обратно в руку. И на него теперь у меня не действуют вот эти все там метеоритные дожди, там, или всякое вот это колдовство. Его не возьмут под манипуляцию и так далее. То есть его теперь можно только убить прямым физическим уроном. А ему и так +4 дали. Плюс он еще за каждый удар в лицо сам себя бафит. Плюс еще, если мало, да, у меня вот есть вот эти вот ребятки, да, которые тоже хорошо бафят, да, вот эти. И если повезет, еще ему двойной удар вот этим я втыкаю, и все. Его просто ничем не остановить. То есть это вот связка бомба. Связка бомба. Ну и также вот может здесь сработать вот этот товарищ. Но он немножко работает похуже, потому что он сам себя не бафит. Но у него зато изначально здоровье получше. Да, вот у меня 3 уровня есть. Уже 8 хпшки у него. Он изначально, то есть покрепче. То есть его изначально тяжелее убрать. И также его можно вот этим вот бафануть. И все. И все. Вот. Это вторая связочка, то есть на уровне 4-5. Теперь связочка еще у меня есть одна хорошая 5-5. Смотрите, в чем заключается. У меня есть вот такое дерево легендарное, да, я купил специально. Оно жирное, 20-ку. И оно мне дает эти гинсенгфрут, который мне потом может там, за 2 маны восстанавливать неплохо лицо. Да? Хорошая сама по себе карта, потому что в лицо бьют. Это такая здесь колода, которую в лицо бьют. И главное лицо свое защитить, то есть своих быстрее прокачать, чем мне лицо сломают. Поэтому вот эти гингесфрукты очень мне полезны. То есть ставлю это дерево куда-нибудь обычно или в серединку, или еще куда-то. И вот этого товарища к ней. Да, то есть дерево жирное, у него, помню, 20 хп, а этот как раз дает атаки столько, сколько у него хп. И то есть, ну, если дерево не били, то можно получить +20 тоже вот такого монстра, да. Ну вот, собственно говоря, вот тут у меня такие 3 связочки рабочие в этой колоде, я на них как бы рассчитываю. Ну и вот тут 7 еще на поддержку у меня. Ну вот этот тоже сам по себе хороший, да, товарищ. Ну и вот этот, если уже там в лейт-версию зашло, то вот этот вот, конечно, тоже товарищ может зарешать в оконцовке боя. То есть, ну вот, ребят, такая у меня колода, вот с такой я планирую, ну, говорю, если понерфят несколько карт, конечно, мне придется поменять. И вот с такой колодой я играю, и вот с такой колодой я захожу в топ-200. То есть с прошлой колодой мне не удалось в топ-200 зайти, с этой, ну, немножко уже дела получше, я уже там до 170 места выходил, потом, правда, меня чуть приспустили, потому что я ее тоже, видите, первая версия была, вторая версия, я ее тоже сейчас экспериментирую, модернизирую, прокачиваю, потому что у меня то, что я там продал, то, что я опять же таки реинвестирую, кто опять же таки прошлые мои видео смотрел, знает, что я вот этот сезон месячный, да, 100% у меня стоит заложено по плану реинвестиций, я эти реинвестирую все, и эту колоду потихонечку улучшаю. Вот, и она у меня сейчас слабенькая, видите, 2135, потому что там очень много карт, там 1, 2 уровня, я их еще не успел прокачать, но с каждым днем я их прокачиваю, и они становятся сильнее. Вот такая у меня колода. Ну и давайте покажу вам еще один рейтинговый, наверное, бой с этой колодой. Рейтинговый бой. Ну и давайте посмотрим колоду мою в действии. Вот у меня как раз одна энергия осталась. И попробуем с кем-нибудь побиться. Вот, сразу предвижу вопрос, сколько обошлась колода, ребят.
предыдущие видео смотрите, я там все рассказываю, как я ее собирал, сколько вложил. Но, забегая вперед, скажу, $800 я вложил изначально, все остальное на реинвестициях. Вот так вот мне эта колода обошлась. Ждем, вот он нам оппонент, империя плюс природа. Так, что у нас с раскладом? Так, вот этих два мне не нужны, остальные нужны. Вот так сделаем. Давай посмотрим. Плохо вот походить неким двоечки у меня бывает часто так выпадает. Я вот думаю, наверное, надо все-таки мне двоечек добавлять, потому что очень часто я без первого хода остаюсь. Давайте вот так вот походим. У меня двоечек получается около 4 или 5, там уже не помню сколько. Вот так вот, да? Хорошо, хорошо. Ну, давай, наверное, надо вот этого убирать бойца, пока он мне там делов не натворил. Защищать надо свое лицо. Так вот. Вот так вот, да? 2-5. Вот эту мы пока не будем использовать. Давайте мы уберем вот этого. И вот так походим мы. Так. Ну, еще одну прихвати. Ах, не прихватил. Ладно. Ладно. Так, пока что мы проигрываем, да? Так, давай вот так вот попробуем сделать вот так вот. Вот так вот. Ой, как нехорошо. Ой, как нехорошо. Да. Пожалуй, наверное, я эту битву проиграю. Ох, ну все, да, вот оно мне лицо и подбил. Ну вот, как я и говорил, тут важно лицо свое беречь. Вот видите, не успел я свои связки использовать. Ну, если честно, расклад не очень хороший мне попался. Наверное, буду я двоечек добавлять. То есть, ну, как я говорил ранее, я экспериментирую с этой колодой, потому что когда